Золотистые лучи осеннего солнца пробивались сквозь пожелтевшую листву старых кленов, образуя причудливую мозаику теней на земле. Марина стояла у калитки старого дома, нервно теребя ключи в руках. Прохладный ветер играл прядями ее каштановых волос, бросая их на лицо. Она в очередной раз посмотрела на часы, потенциальный покупатель должен был появиться с минуты на минуту. Дом за ее спиной хранил столько воспоминаний. Здесь жила ее бабушка, здесь прошло ее детство, полное запаха свежей выпечки и звона старых часов в гостиной. Теперь же дом выглядел заброшенным, краска на ставнях облупилась, садовые дорожки заросли травой, а старая яблоня в саду уже несколько лет не давала плодов. Вдалеке послышался шум приближающейся машины. Черный внедорожник премиум-класса медленно подъехал к дому, поднимая клубы пыли на грунтовой дороге. Марина инстинктивно поправила волосы и одернула светлый плащ. Дверь автомобиля открылась, и из него вышел высокий мужчина в дорогом костюме. Марина почувствовала, как земля уходит из-под ног, перед ней стоял Максим. Тот самый Максим, которого она не видела 13 лет. «Марина?» Его голос звучал так же, как и раньше, глубокий, с легкой хрипотцой. Какая неожиданная встреча! «Максим!» Только и смогла произнести она, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. «Ты совсем не изменилась», — улыбнулся он, подходя ближе. «Все такая же красивая». Марина почувствовала, как краска приливает к щекам. Тысячи мыслей пронеслись в ее голове. Почему именно он? Почему сейчас? Что если Алексей узнает о их прошлом? А главное, что если Максим догадается о возможной связи между их расставанием и рождением Егора? Вечером того же дня Марина сидела на кухне их городской квартиры, механически помешивая давно остывший чай. За окном сгущались сумерки, а в голове продолжал звучать голос Максима, его слова, каждый жест. Звук поворачивающегося в замке ключа вывел ее из оцепенения. Алексей вернулся с работы, как обычно, около 7. Его темные волосы слегка намокли от моросящего дождя, а в руках был пакет с продуктами. Он поцеловал жену в щеку и начал раскладывать покупки. «Как прошла встреча с покупателем?» – спросил он, не оборачиваясь. «Нормально». Марина старалась, чтобы голос звучал ровно. «Он, кажется, заинтересован. Что-то ты не очень воодушевлена», – Алексей повернулся к ней. «Все в порядке?» «Да, просто устала. Знаешь, все эти переговоры». В этот момент в кухню влетел Егор, их 12-летний сын. Его темные волосы были взъерошены, а на лице сияла улыбка. Он был так похож на отца, те же карие глаза, тот же разрез губ. Но иногда, в определенном освещении, в его чертах проскальзывало что-то неуловимо знакомое, что-то, что заставляло сердце Марины сжиматься от страха. Следующие несколько недель прошли как в тумане. Максим, казалось, был везде. Он приходил осматривать дом, обсуждать детали сделки, и каждый раз находил повод задержаться подольше. Его присутствие действовало на Марину как медленный яд, отравляя ее привычную жизнь воспоминаниями о прошлом. Однажды вечером, когда они с Алексеем готовили ужин, он внезапно спросил: «Этот Максим? Он кажется очень заинтересованным не только в доме». «О чем ты?» Марина почувствовала, как нож в ее руке слегка дрогнул. «Не знаю. Может, мне кажется, но он смотрит на тебя как-то особенно». «Вы раньше не встречались?» Марина замерла. Ложь готова была сорваться с губ, привычная, защитная реакция. Но что-то остановило ее. Возможно, усталость от постоянного напряжения последних недель, а может, чувство вины, которое становилось все тяжелее. «Да. Мы были знакомы. Очень давно». Алексей медленно положил нож, которым нарезал овощи. Его движения стали осторожными, словно он боялся сделать резкий жест. «Насколько давно?» 13 лет назад. Это было недолго. Просто увлечение. Максим все чаще появлялся в их жизни. Он привозил Егору подарки, интересовался его увлечениями,
помогал с домашними заданиями. Мальчик быстро привязался к дяде Максиму, находя в нем внимательного собеседника и почти друга. Однажды, наблюдая, как Максим учит Егора играть в шахматы, Алексей заметил их похожие жесты, одинаковый наклон головы, когда они задумывались над ходом. Это наблюдение, словно яд, проникло в его сознание, порождая все новые и новые сомнения. «Знаешь, у него твои глаза», – как-то сказал Максим Марине, когда они остались наедине. «И улыбка. Такая же очаровательная». «Прекрати», – резко ответила она. «Ты прекрасно знаешь, что это неправда». «Правда ли?» 13 лет назад, Марина. Timing is everything, как говорят американцы. В тот вечер Марина долго не могла уснуть. Она смотрела на спящего рядом Алексея и думала о том, как одна ошибка, одна маленькая ложь может расти, подобно снежному кому, грозя уничтожить все, что ей дорого. Семейный ужин в ресторане должен был стать простой формальностью, отметить завершение сделки по продаже дома. Максим настоял на том, чтобы отпраздновать это событие по-человечески. Марина пыталась отказаться, но Алексей неожиданно поддержал идею. Ресторан был выбран дорогой, с приглушенным светом и живой музыкой. Егор, непривычный к такой обстановке, сидел притихший, время от времени поправляя воротник рубашки. Все началось, когда Максим, уже изрядно выпив, начал рассказывать истории из прошлого. Сначала безобидные, о своей работе, путешествиях. Но постепенно его рассказы становились все более личными. «А помнишь, Марина, тот вечер на побережье?» Его глаза блестели от выпитого вина. «Как мы танцевали под звездами!» «Максим! Пожалуйста!» – попыталась остановить его Марина. «Нет-нет, дай договорить. Знаешь, Алексей, твоя жена тогда была просто неотразима. Молодая, свободная. Мы были так влюблены». Алексей медленно поставил бокал на стол. Тишина, повисшая за столом, казалась оглушительной даже на фоне музыки. 13 лет назад, говоришь?» Его голос был спокойным, слишком спокойным. Интересная цифра. «Егор, сынок, не мог бы ты пойти помыть руки?» Когда мальчик ушел, Алексей повернулся к жене. Его глаза были полны боли и гнева. «Теперь я понимаю, почему ты так нервничала все это время. Скажи мне правду, Марина. Кто отец Егора?» Тишина, повисшая после вопроса Алексея, казалась физически ощутимой. Марина чувствовала, как каждый удар сердца отдаётся в висках. Максим, с легкой усмешкой на губах, откинулся на спинку стула, явно наслаждаясь драматизмом момента. Я могу все объяснить», — голос Марины дрожал. «Объяснить, что именно?» Алексей говорил тихо, но каждое слово било, как хлыст. «То, что ты лгала мне все эти годы? Или то, что мой сын может оказаться?» «Твой сын Алексей», – перебила его Марина. «Егор, твой сын. Я никогда не сомневалась в этом. Но ты не можешь быть уверена на 100%, не так ли?» Вмешался Максим, его глаза блестели от выпитого вина. В этот момент вернулся Егор. Он застыл у стола, чувствуя напряжение между взрослыми. Его детское лицо выражало тревогу и непонимание. «Папа? Мама? Что происходит?» Алексей резко встал из-за стола, бросив на стол смятую салфетку. «Мы уходим. Сейчас же». Он взял сына за руку. «Марина, тебе решать, идешь ты с нами или остаешься со своим старым другом». Следующие несколько дней превратились в настоящий кошмар. Алексей переехал к брату, забрав с собой Егора. Марина осталась одна в их квартире, где каждый предмет напоминал о счастливой семейной жизни, которая теперь висела на волоске. Максим звонил ежедневно, но она не отвечала. Его сообщения оставались непрочитанными. Единственное, что занимало ее мысли, как спасти свою семью. «Мы должны сделать тест ДНК», – сказала она Алексею при следующей встрече. «Это единственный способ развеять все сомнения». «А что потом?» – спросил он, глядя в окно. «Что если результат? Что если Максим прав?
Тогда мы будем решать проблемы по мере их поступления. Но я знаю, я чувствую, Егор твой сын. Вечером того же дня Егор позвонил матери. Его голос звучал потерянно и испуганно. «Мам, почему папа так странно себя ведет? Почему мы не можем вернуться домой? Милый, иногда взрослым нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах». Марина старалась говорить спокойно, хотя сердце разрывалось от боли. «Это из-за дяди Максима? Я слышал, как папа кричал его имя вчера в телефонном разговоре». Процедура сдачи анализов для теста ДНК прошла в полной тишине. Алексей и Егор пришли вместе с Мариной в клинику. Мальчику сказали, что это обычное медицинское обследование. 3 дня ожидания результатов превратились в вечность. Максим продолжал свою игру. Он случайно встречал Егора возле школы, приносил подарки, рассказывал истории из своей жизни. Алексей, узнав об этом, пришел в ярость. «Он манипулирует ситуацией», — говорил он Марине по телефону. «Пытается влезть в жизнь моего сына». «Нашего сына», — поправила его Марина. «И я уже попросила Максима держаться подальше». «А он послушал?» «Нет. Он считает, что имеет право знать правду». Когда конверт с результатами теста наконец оказался у них в руках, Марина и Алексей долго не решались его открыть. Они сидели в пустой квартире, глядя на белый прямоугольник бумаги, который мог либо разрушить их семью окончательно, либо дать шанс все исправить. Руки Марины дрожали, когда она вскрывала конверт. Алексей сидел рядом, его лицо было бледным, а пальцы крепко сжимали подлокотник кресла. Тишина в комнате стала почти осязаемой. Результаты теста были однозначны: Алексей являлся биологическим отцом Егора. Вероятность составляла 99,9%. Марина почувствовала, как огромный груз падает с ее плеч. Слезы облегчения покатились по щекам. «Я же говорила тебе», – прошептала она, протягивая бумаги Алексею. «Я всегда знала». «Знала?» Его голос звучал хрипло. «Тогда почему ты так боялась? Почему не рассказала мне о Максиме раньше?» «Потому что я боялась именно этого, твоих сомнений, твоей боли. Я думала, что защищаю нашу семью». Алексей долго смотрел на результаты теста, словно пытаясь найти в них какой-то скрытый смысл. Потом медленно сложил бумаги и посмотрел на жену. «Нам нужно многое обсудить, Марина. О доверии, о честности, о нашем будущем». На следующий день Марина встретилась с Максимом в небольшом кафе на окраине города. Осенний ветер гнал по улице желтые листья, а серое небо, казалось, вот-вот прольется дождем. «Я видел результаты», — сказал Максим, не глядя на нее. «Алексей прислал мне копию». «Зачем ты это сделал, Максим? Зачем пытался разрушить мою семью?» «Потому что все эти годы я не мог забыть тебя», — он наконец поднял глаза. «Когда я увидел объявление о продаже дома, узнал адрес. Я подумал, что это знак». «Знак чего?» «Что, можно вернуться в прошлое? Что, можно разрушить чужое счастье ради своих фантазий?» Максим долго молчал, вертя в руках чашку с остывшим кофе. Его некогда уверенный вид сменился усталостью и разочарованием. «Знаешь, что самое смешное?» Горько усмехнулся он. «Я ведь правда надеялся, что Егор может быть моим сыном. Представлял, как мы могли бы стать семьей. Но мы никогда не были семьей, Максим. То, что было между нами, это была просто страсть, увлечение. Ничего больше». Прошел месяц. Алексей вернулся домой, но отношения все еще оставались напряженными. Они с Мариной начали ходить к семейному психологу, пытаясь разобраться в своих чувствах и восстановить утраченное доверие. Егор постепенно привыкал к тому, что дядя Максим больше не появляется в их жизни. Иногда он спрашивал о нем, но все реже и реже. Его больше занимали школьные дела и новое увлечение фотографией, которое неожиданно он открыл в себе. «Знаешь», — сказал как-то Алексей, глядя на спящего сына, — «я ведь каждый день вижу в нем себя. Как я мог сомневаться?» «Страх делает нас слепыми», — ответила Марина, осторожно беря мужа за руку.
но любовь помогает прозреть. В тот вечер они долго разговаривали, вспоминая свою первую встречу, рождение Егора, все счастливые и трудные моменты их совместной жизни. Постепенно напряжение уходило, уступая место чему-то новому, более глубокому пониманию друг друга. Весна пришла неожиданно рано. В один из теплых мартовских дней семья решила поехать за город. Они гуляли по просыпающемуся лесу, слушали пение птиц и впервые за долгое время чувствовали себя по-настоящему счастливыми. «Смотрите!» – воскликнул Егор, показывая на первые подснежники, пробивающиеся сквозь прошлогоднюю листву. «Природа всегда находит способ начать заново», – задумчиво произнесла Марина. «Как и люди», – добавил Алексей, обнимая жену за плечи. Максим к тому времени уже продал старый дом другому покупателю и, как говорили, переехал в другой город. Его появление в их жизни, словно внезапная гроза, принесло боль и разрушение, но также помогло понять главное – настоящая любовь способна пережить любые испытания. Вечером того же дня, укладывая Егора спать, Марина заметила, как он похож на отца, те же задумчивые глаза, та же полуулыбка. Но теперь это наблюдение не вызывало тревоги, только тихую радость и благодарность судьбе за то, что все сложилось именно так. «Мам», – позвал Егор, уже засыпая, – «а мы теперь всегда будем вместе?» «Да, милый», – ответила она, целуя сына в лоб. «Всегда». И она знала, что говорит правду. Потому что иногда нужно пройти через темноту, чтобы по-настоящему оценить свет. Иногда нужно едва не потерять все, чтобы понять, что у тебя есть самое главное – любовь, семья и вера друг в друга.